вышла 59-я серия популярного сериала и рекордсмена рейтинга «Клюквенные Шербети». Ему удалось еще раз остаться в повестке дня своей необыкновенной и удивительной историей. Новая невеста Георким, с первого дня утвердившая свой авторитет дома, в этом эпизоде начинает наводить собственный порядок в доме семьи Унал. Прежде чем мы начнем, не забудьте поделиться в комментариях своими мыслями о Георким и Пембе. Девушка, которая приходит в дом Квилджима в качестве помощницы, фотографирует дорогую одежду в доме, как если бы она была ее собственной, и делится ими со своими подписчиками. Девушка, которая пытается прославиться, притворяясь кем-то, кем она не является, похоже, создаст проблемы в будущем. Метихан заводит новых друзей, его идеи и мысли выходят на передний план, как темы, которые мы будем часто наблюдать в следующих сериях. Пемби рассказывает Абдулла о разговоре между ней и ее невесткой Георким, а также о ее поведении и действиях. Абдулла по-прежнему хладнокровен в этом вопросе. Пемба не смог найти поддержку, которую искал. Алев пытался заставить Пембе говорить и записать голос, но Пембе не признался в том, что произошло во время записи. Это означает, что Алев потребуется больше времени, чтобы доказать факты. Умут противостоит Рюзгар. Рюзгар не отрицает своих чувств и утверждает, что не сделал ничего плохого. Он говорит ему, что если ему это не нравится, ему следует поговорить со своей женой. Во время семейного вечернего разговора Абдулла заявляет, что его новая невеста Георким выглядит иначе. Ответ Георким: «Теперь вы увидите это так». Абдулла относится к этой ситуации с уважением. Он хочет вступить в клуб, где даст концерт Сумут Нурсема. Он также сообщает об этом своему менеджеру. Однако его менеджер утверждает, что если станет известно, что он жена на женщине в чадре, у него не будет фанатов. Поэтому он говорит Умуту не приходить с Нурсимой в ночной клуб, где он будет выступать. Если вы считаете, что ношение Нурсимы в платке не окажет негативного влияния на карьеру Умута, сообщите нам об этом, поставив лайк под видео. Нилай договаривается о встрече с Гирай, используя Дога. Нилай, Дога и Гирай встречаются в кафе. В конце долгого разговора Нилай пытаются убедить, что ее не удочерили, но это ее не убеждает. Вставая из-за стола, Нилай крадет стакан Гирея, чтобы пройти тест ген. Увидев это, Гирей говорит, что в таком поведении нет необходимости. Он соглашается пройти тест ген, чтобы избавиться от Нилай. Умут объясняет на Нурсема, что она нравится ее боссу Рюзгару. После этого Нурсема противостоит Рюзгар и пытается выяснить, правда это или нет. Рюзгар этого не отрицает, и теперь Нурсема уверена в чувствах своего начальника. Она увольняется с работы, потому что не считает эту ситуацию правильной, и чтобы ее муж Умут не беспокоился. Абдулла не хочет лишать Алев своей поддержки, и хотя он хочет предоставить ему некоторую финансовую поддержку, Алев отвергает это. Зрители, не полюбившие Алев и Пембе, после предательства встала на сторону Пембе. На последнем этапе отношения Алев и Абдулла начали получать поддержку зрителей из-за того, что Пембе сделала с Дога и ее ложью. Что вы думаете об этих отношениях и ситуации? Уточните, пожалуйста, в комментариях. По просьбе своей семьи Фатих договаривается с Дога о том, чтобы на короткое время привести его дочь домой. На мгновение Георким и Дога остаются одни в комнате, и между Догой и Георкимом происходят некоторые споры. В доме, где идет спор о том, что Георким снимает тюрбан, между Догой и Георким происходит спор по этому поводу. Георким говорит, что ему не нужно ни перед кем отчитываться в этом доме. Ответ Дога станут жители этого дома, которые не позволят ему сойти с рук за свои слова. Квилджим получит награду за программу, которую он ведет. Их дочери и семья очень рады этой церемонии награждения. В соответствии с этой церемонией они корректируют свои планы на день. Квилджим не хочет, чтобы ее дочь Чимен присутствовала на церемонии, но Чимен узнает о церемонии награждения во время встречи с Дога. Георким хочет иметь дома собственный шкаф для вещей и одежды. Для этого он определяет питомник дочерей Дога и Фатих. Он планирует ремонт дома со своим помощником. Между Нилай и Георким, которые знают об этой ситуации, происходит небольшой спор.
Тем временем Пембе входит в комнату и набрасывается на Гёрким по поводу того, что она хочет сделать. Амбиции и планы Гёрким будут возрастать вместе с отношением с Си-Нему. Нила идет в офис Гирея. Переговоры о результатах генных тестов. Но результаты пока не ясны. Квилджим получает на церемонии заслуженную награду. Тем временем она видит, как его дочь Чимен приходит в зал, где проводится церемония. Она ругает дочь за ее поступки и ошибки. Чимен продолжит испытывать давление со стороны своего мужа, так же, как она находится под давлением со стороны своей матери. Нурсема сообщает на Умут, что ушла с работы и никогда не вернется. Затем Умут уходит из дома, чтобы выступить в клубе, где даст концерт. Пока Пембе одна со своим сыном Сфатихом, она жалуется, что ее невестка Гёрким хочет построить гардеробную в комнате ее внука. Фатих также считает, что это невозможно. Тем временем пришедший в комнату Гёрким обеспокоен жалобами Пембе. На слова Фатих о том, что это невозможно, Гёрким отвечает очень логичными ответами. Гёрким, похоже, отказался от своих желаний относительно запланированной раздевалки. Нурсима, с другой стороны, удивляет Умут и идет на площадку, где она выступает, чтобы поддержать его. Тем временем Гирай делает все возможное, чтобы сблизиться с Дога. Умут выходит на сцену, и все начинается вполне нормально. Тем временем Нурсема приходит на место и становится подозрительной, увидев плакаты. Потому что Умут соврал жене, что концерт отменили, потому что его менеджер не хотел этого. Менеджер видит, что на концерт приходит жена Умута и спрашивает, почему она здесь. Менеджер рассказывает на Нурсема факты, но Умут не знает об этих разговорах. Он упоминает, что они договорились скрыть тот факт, что Умут замужем за ним. Он говорит, что ее приход на концерт повредит карьере Умут. После этих слов Нурсема покидает ночной клуб. Нурсема идет домой, собирает вещи и уходит из дома. В этом выпуске была просмотрена сцена, в которой Алеф и Абдулла жили в отдельном доме. Мнения зрителей по поводу этой сцены разделились. По мнению одной группы, Абдулла и Алеф солгали всем, что их разлучили, чтобы они могли жить в мире. По мнению другой группы, эта столь обсуждаемая сцена не более чем сон. Как вы думаете, что нас ждет в новой серии сериала? Не забудьте упомянуть об этом в комментариях и подписаться на канал.